Всем привет! Я приехал в Турцию и решил прожить в Анталии 6 месяцев, чтобы выяснить, действительно ли это курортный рай, где все включено. Анталия – город, который живет одновременно в прошлом и настоящем. Город, где море встречает горы, а история туристов. Около 2 века до нашей эры сюда пришел пергамский царь Атал II и построил город, который назвали в его честь – Аталея. Позже римляне превратили Аталею в настоящий портовый центр, и корабли сюда заходили со всего Средиземья. Вообще, если бы Турция была человеком, то Анталия – это та ее часть, которая всегда улыбается. Город расположен на юге страны у побережья Средиземного моря, в регионе, который местные называют Средиземье. Итак, представьте, вы идете по узкой улочке, стены вокруг из старого камня, пахнет кофем и морем, и где-то за углом мурлычет кот, который явно помнит еще Римскую империю. Это и есть Анталия, город, который живет одновременно в прошлом и настоящем. Население города около 2 миллионов человек, а вместе с туристами летом все 4. И это неудивительно, ведь регион ежегодно принимает более 15 миллионов путешественников. Это делает Анталию одним из самых посещаемых курортов мира. Она уверенно держится в десятке городов с наибольшим туристическим потоком. В общем, Анталия – это не просто точка на карте, это место, куда прилетают, чтобы немного пожить в темпе, где все спокойно, солнце светит, море шепчет, а жизнь будто делает глубокий вдох. Первым делом я отправился, конечно же, на пляж. Пляж Кони-Алты. Это километры чистой гальки, прозрачная вода и вид на горы. Здесь любят гулять местные, по вечерам кататься на самокатах, пить кофе с видом, который тянет на заставку рабочего стола. По всей Анталии более 200 пляжей. Каждый год сюда приезжают толпы туристов из Европы и России, чтобы полежать на солнышке, погреться и поплавать в море. Ну а если вам больше по душе мягкий песочек, то вам нужно отправиться на Лара пляж. Вообще в Анталии более 250 пляжей, и все их не перечислишь. Находятся они буквально по всему побережью. Я нахожусь у входа в старый город, по-другому он называется Калеичи, около ворот Андриана, построенными в 130 году и являющимися единственным сохранившимся объектом, охраняющим город и гавань. Ворота Адрианы. Первоначально ворота состояли из 2 уровней, и хотя мало что известно о верхнем, считается, что на нем располагались статуи императора и его семьи. Ворота состоят из 2 колоннадных фасадов, 3 выездных арок, возвышающихся над 4 пилонами, и башен, стоящим по обе стороны. В высоту ворота составляют около 8 метров. Старый город или Калеичи – это место, где история не выставлена на показ, а просто живет рядом. Это настоящий лабиринт из узких улочек, старых домов с деревянными балконами и тихих двориков, где за каждым углом будто прячется прошлое. Туристы идут по мостовой, где когда-то шагали византийские солдаты, кто-то пьет кофе у стены, которой более 1000 лет, а где-то кот греется на солнце, и ему вообще все равно, чьи это были земли, он здесь хозяин. И вот стоишь ты, смотришь на море через старые ворота, а в голове всплывает мысль, сколько всего здесь видели эти камни. Гладиаторов, караваны, византийских купцов, туристов с селфи-палками. Старый город напоминает что-то европейское, с этими улочками узкими, будто ты идешь где-то в Италии или Испании. Самый пик жары в Анталии приходит на июль-август, температура достигает 42-46 градусов. Невозможно нигде погулять, солнце адски печет, нигде не укрыться, даже в тени. Местные рассказывали, что в том году градусник поднимался до 50 градусов и плавились светофоры и колеса у машин. Плюс нежелательно с середины августа по середину сентября купаться в воде, в море, потому что из-за слишком теплой воды там развивается бактерия, и в этом году многие туристы получили отравление. Поэтому, по моему мнению, лучше сюда приезжать либо в июне, либо ближе к концу сентября, когда температура немножечко упадет и будет немножко посвежее, и, возможно, будет гулять и смотреть на город. Анталия – это не только море и солнце, но также и про вкусы. И тут должны быть кадры того, что день начинается не с кофе на берегу, а с неспешного завтрака. Но по чистой случайности видео у меня не оказалось, есть только фото. Вот так в Турции выглядит завтрак на двоих за 900 лир, а вместо обеда я пошел дегустировать местный Макдональдс. Ну что я могу сказать, чизбургер в России явно вкуснее, чем тут. Во вкусная точка, котлета получше будет. И здесь он достаточно дорогой по сравнению с российским. Здесь у меня вышло где-то 250 лир. В переводе на рубли это 500. У нас, я думаю, чизбургер сейчас 200 где-то стоит.
Конечно, в первые дни пребывания в Анталии я перепробовал все десерты, которые есть в Турции. Это и пахлава, и дандурма. Но они мне показались очень медовыми, слишком сладкими, приторными. Но в один десерт я прям влюбился. Это, конечно же, сутлач. По сути, является рисовой кашей с молоком. Но он не такой приторный, не такой медовый. И очень вкусный. Обязательно будете в Турции, обязательно попробуйте. Коты в Анталии – отдельная тема для разговоров. Тут они практически везде. Вообще в Анталии, как и во всей Турции, кошки занимают особое место. Они свободно гуляют по улицам, отдыхают в кафе и чувствуют себя совершенно непринужденно. Большинство кошек живут на улице, но не являются бездомными в привычном для нас понимании. Их опекают местные, подкармливают и оставляют воды жители, владельцы магазинов и кафе. Доброе отношение к животным глубоко укоренено в местной культуре и связано в том числе с исламом, который призывает к состраданию ко всем животным. Что касается бюджета, кофе в кафе около 200 лир, ужин с морепродуктами и видом на море 1500-2000 лир. Шоколадки 130 лир. Толчанка 12 рулонов 160 лир. Вода 15 лир, конкретно в этом магазине, но вообще она около 5 лир стоит. Кола 44 лиры. Общественный транспорт стоит недорого. Трамвай или автобус примерно 35 лир. Вообще Анталия больше похожа на огромный туристический базар, потому что тут все время везде есть, на каждом шагу здесь есть, продаются круги, шапки, сланцы, все вот эти вот плавательные принадлежности. И все здесь сделано для того, чтобы турист просто вышел из отеля к морю и лежал. Желательно по городу не ходил. Если же все-таки вы решили прогуляться по городу, то обязательно вам нужно сходить к Дюдинскому водопаду, сходите в аквариум, океанариум. Тоже очень интересно посмотреть рыбок, змей, ящериц и тому подобное, всяких таких тварей. Если вы хотите немножечко окультуриться, то археологический музей. Все, больше никуда не нужно ходить в городе. Если мы, конечно, берем только город, больше никуда не нужно ходить. Понятное дело, что за чертой города есть куча всяких моментов, предметов, заброшенных, незаброшенных, доисторических, недоисторических. Это все интересно, очень увлекательно. Если вы таким увлекаетесь, то можете съездить. Но в самом городе только эти 3 места. Больше никуда не нужно ходить. И по магазинам. Дюдинский водопад – это место, где потоки воды срываются со скалы прямо в море. И если подойти ближе или еще лучше подплыть прямо туда на лодке, можно почувствовать мелкие капли на лице. Когда стоишь, кажется, что жизнь немного киношная. Но минусы у Анталии тоже есть. О них мы забывать не будем. Например, первое, что особенно попадалось в глаза, это то, что Анталия очень грязная. Повсюду выброшенный мусор и окурки. Я думаю, ни для кого не секрет, что турки курят буквально везде. И кто-то, может быть, скажет, что выброшенный мусор – это из-за того, что тут толпы туристов, и, возможно, они будут правы. Но я приехал сюда еще в начале апреля, когда туристический сезон не начался, а куча мусора уже были. Анталия – это город, который сочетает в себе историю, природу и современную жизнь. Здесь можно гулять по старым улочкам, отдыхать на пляже, подниматься в горы или просто наслаждаться атмосферой города. Каждый найдет что-то свое, и именно это делает Анталию особенной. Такая вот она, Анталия. Я надеюсь, вам понравился этот видос. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Пока!